Кого это на ночь глядя? Ходят и ходят. Утром приходите. Матушка спит уже. НКВД. Ордер на арест. Гражданин Жаворонков, вы обвиняетесь в антисоветской пропаганде. Придется проследовать с нами. Какая пропаганда? У нас нет никакой пропаганды. Никакой пропаганды. У нас даже книжек нету. У нас все вот книжки. Только... Сейчас. Вот. У нас только псалмы. У нас никакой пропаганды нету. Гражданка, у меня приказ. Донос на вас поступил. Говорят, народ у вас тут собирается. А гражданин Жаворонков заговоры составляет. Какие заговоры? У нас... Заговоры? Так это ж... Так это ж вот! Это ж она! Это ж вы не того арестовывать пришли! Это ж она! Она! Ее забирайте, ее арестовывайте! Это ж она все! К ней все время Оля! ходят! Замолчи! На все воля Божья. Уводи. Куда? Куда? Не пущу! Он же у меня один кормилец. Это все она. Это она. Она говорит, что советская власть от дьявола. Это все она. Ничего. Если что, сообщайте. Где защита твоя? Оленька, это Господняя воля. Надо смириться. Смириться? С тем, что мужа стреляют, да? Это же ты виновата. Ненавижу тебя. Чудотворица. 5-я серия. Народ под гипнозом. Ее чтят и боготворят миллионы. Ее просят о невозможном. Женская заступница, покровительница бездетных семей. Она исцеляла больных молитвой, предсказывала будущее, помогала в решении семейных проблем и конфликтов. Она никому не отказывала в помощи, ни при жизни, ни после смерти. Впервые мы собрали по крупицам разрозненные и малоизвестные факты о жизни великой старицы и шаг за шагом восстановили путь святой Матроны Московской. Это невероятная история о чуде, которому есть место в жизни каждой женщины. Верующих будет мало. Народ будет словно под гипнозом, сам не свой. Жизнь будет хуже и хуже. Это знаменитое пророчество о судьбе России святой Матроны Московской. Удивительный факт. Блаженная старица произнесла эти слова в 1903-м. Как слепая 20-летняя девушка могла это предвидеть? Какие силы открыли ей, что именно в этом году в Мюнхене Владимир Ульянов основал новую партию большевиков с одной главной целью – свержение русского царя. Не было того, чем видят, но зато у нее было зрение другого мира. Тогда близкие не поняли слов Матроны. Но женщина все настойчивее повторяла: «Будет трудно, приходите ко мне». Она уже тогда предчувствовала: через несколько лет для русского народа не останется заступников. Никого, кроме нее. Люди искали, не знали, куда податься. В церкви не находили утешения, искали светочи православия в отдельных людях. Матроне исполнилось 42 года, когда ей пришлось уехать из родного села. Добрые люди пригласили ее в Москву. Пожить с ними сколько Бог даст. Здесь было первое пристанище старицы.
В маленьком домике, вот на этой улице, сейчас она называется Николаемская, началась невероятная история, которая впоследствии прославит на весь мир великую Матрону Московскую. Пить, Пелагея, водички подай. Пить хочешь, а не время тебе. Терпи. Бог терпел и нам велел. Пелагея Жаворонкова – одна из самых загадочных женщин в окружении Матроны. Вот цитата из официального жития святой. «Была в послушании у злой Пелагеи, которая всем распоряжалась и раздавала все, что приносили матушке своим родственникам. Без ее ведома матушка не могла ни пить, ни есть». А вот что пишет о Пелагее Зинаида Жданова, близкая подруга Матроны. Это была довольно злая баба. Матушка, я водички принесла. Я только из Пелагеи рук приму. Некоторые очевидцы этих событий называли Пелагею бесноватой и не понимали, почему матушка ее не исцелит. Святая ведь помогала всем, кто приходил к ней. Другие считали Пелагею ведьмой. Матушка терпела ее рядом с собой 25 лет, но ни разу ни словом не упрекнула свою хожалку. Это был человек, который как раз ее все время смирял. И, в общем, казалось бы, с точки зрения мирской, она от этого человека очень много терпела. Жаворонкова умерла при очень странных обстоятельствах. Свидетели пишут, что 3 дня она кричала в страшных предсмертных муках и никак не могла отдать Богу душу. В руке Пелагея сжимала некий предмет. Возьмите это. Возьмите это. Она умерла только после того, как Матрона разрешила помощницам забрать загадочный предмет из ее руки. Кем была эта злая Пелагея на самом деле? И почему так много значила для Матроны? С большой долей уверенности можем предположить. Скорее всего, события развивались именно так. Ой, как я рада, матушка, что ты теперь у нас. Пелагея щебетала без умолку. Как получили письмо о приезде Матронушки, как готовились вдвоем с мужем, как сомневались, решится ли она на столь трудный путь. Заживем теперь. Вот. А дом у нас хороший. Мы вот уголок тебе выделили. Только вот с пропиской надо будет подождать. Время сейчас неспокойное. Как объяснить Жаворонковым, что их прописка и не нужна ей? Ведь отныне она бездомна. Господь призывает ее к подвижничеству. У Пелагеи голос-то вон какой радостный. А сколько той радости еще отпущено? Лет или дней? Матрона вспомнила тот день, когда впервые увидела Пелагею. Тогда девушка еле стояла на ногах. Матушка, бесноватую привела. Отпусти ее. Ой, какой. Ползи, ползи ко мне, милая. Сама-то я не могу. Пелагея-то из соседнего села, из Краснополья. Как страдает бедная. Боже, вечный, защищающий род человеческий от плена дьявольского. Очисти душу, отпусти, выходи. Аминь.
А то я так измучилась. Дьявола, я из тебя прогнала. Только помни, одной мне не справиться, если ты не будешь помогать. Я буду. И жить хочу. Надо каждое воскресенье тебе причащаться, но запомни, дьявол будет рядом с тобой. Кому же я такая проклятая нужна? Я же молодая, я замуж хочу. Будет тебе муж. Помни только, искусителя не подпускай к себе. Матрона, как всегда, сдержала слово. Жених вскоре объявился. Сама великая старица Полю и сосватала за священника из Москвы Василия Жаворонкова, но предупредила. Васе нелегкий путь предназначен. Замужем за московским священником Пелагее быть нравилось. Дом хороший, теплый, работа у мужа уважаемая. Прихожане продукты носят, денежка нет-нет, да и перепадет. А теперь еще и Матронушка с ними. Глядишь, жизнь и вовсе наладится, и ребеночка для них святая старица у Бога вымолит. Это была самая заветная мечта Пелагеи – дети. Да только забеременеть никак не получалось, а ведь ей уже почти 30. Вот клянусь тебе, матушка, любить буду всю жизнь, пуще родной матери. По каждому зову твоему буду приходить всю жизнь. А Христос в Новом Завете учил: не клянись вовсе, а говори «да-да», «нет-нет», остальное от лукавого. Жаворонковы приготовили для гостей свою кровать с периной. Лучшее отдавали. Но Матрона спать на супружеском ложе отказалась. Их дело молодое, а ей себя нежить ни к чему. Попросила поставить ей сундучок да небольшую подушечку под голову. Руководитель дома-музея Матроны в Себино Тамара Писарева показывает уникальные фотографии Матроны, сделанные в тот период. Она никогда не спала так, как спят люди. Вот кулачок под голову и дремлет. То, что она не успевала восстановиться, безусловно, ведь сон это дает силы, а она, бедненькая, никогда не отдыхала. Слухи о слепой целительнице с Ульяновской улицы поползли по городу. Вскоре к дому Жаворонковых стали выстраиваться очереди. К Пелагее подходили с просьбами. Ей передавали гостинцы для матушки. Соседки почтительно раскланивались на улице. Теперь она правая рука святой старицы. Скоро сама начнет советы давать. Ведь людской поток день ото дня становится больше. А кроме того, Пелагея узнала, что беременна. Вот так чудо! Отмолила ее матушка. Молодая женщина летала, как на крыльях. Да только длилось ее счастье недолго. Страшные времена настали. Сатана ополчился на святую церковь. Смиряйтесь. – 19 марта 1922 года Ленин отправил секретарю Компартии Вячеславу Молотову письмо с пометкой «Строго секретно». В стране в тот момент свирепствовал голод, и вождь мирового пролетариата считал – это лучший момент для решительного удара по церкви. Но духовенство вообще, как сословие, как профессия, были вне закона в 20-е годы, особенно при Ленине. По большому счету большевики решили уничтожить это сословие как таковое и уничтожить православную церковь как организацию. В конце 1922 года специальная комиссия отчиталась об успехах в борьбе с религией. Из алтарей, икон и прочей утвари было выплавлено 500 тонн золота, 500 тысяч тонн серебра и получено около 40 тысяч драгоценных камней. Храмы
всячески пытались объявить непосещаемыми. Якобы они не нужны, якобы люди в них не ходят, якобы людям этого не надо. Под это дело постоянно везде храмы закрывались, разрушались. Вскоре москвичей потрясла новость. Старинный Казанский собор на Красной площади снесли. Пелагея Жаворонкова была озадачена. Людей с каждым днем все меньше. Многие стали бояться ходить в храм. Что ж теперь будет? Страшно-то как. Что нас ждет? Уж не на беду ли к нам приехала Матрона? Мелькнула у Пелагеи мысль. Грешно так думать, но все один к одному. Вместо благословения посыпались беды, а у матушки один ответ на все – смиряйся. Время такое. Многие будут бороться со злом. Не каждый победит. А человек сам себе враг. Как же смириться, не понимала Пелагея. Вот и патриарх Тихон публично предал большевиков анафеме. Она сама слушала его послания, которые читали по всем церквям. Последний патриарх Российской империи Тихон назвал коммунистов безумцами, их власть сатанинской, их потомков проклятыми. Большевики приняли вызов. Жить патриарху оставалось недолго. Один раз в него стреляли, а другой раз просто толпа, очевидно, подкупленные люди его избили. Чем больше его авторитет был среди православных, тем больше, в общем-то, его власти боялись. 7 апреля 1925 года в праздник Благовещения патриарх скончался от сердечного приступа. Однако многие историки считают, что Тихон был отравлен сотрудниками НКВД. Конечно, в какой-то определенный момент большевики вполне могли решиться на такой шаг, именно отравить, потому что публично казнить главу церкви, допустим, расстрелять, но это был, конечно, бы грандиозный международный скандал, на который после убийства царской семьи, скорее всего, большевики бы уже не решились. Теперь у коммунистов развязаны руки. Православие обезглавлено. Публично заступаться за народ некому. Выходит постановление применять к попам высшую меру наказания. Ко всем без исключения. Было совершено нападение на Александро-Невскую лавру. Убиты митрополит Киевский, архиепископ Пермский, епископ Тобольский. Гражданин Жаворонков, вы обвиняетесь в антисоветской пропаганде. Придется проследовать с нами. Какая пропаганда? У нас нет никакой пропаганды. Никакой пропаганды. У нас даже книжек нету. У нас все вот книжки. Только... Сейчас. Вот. У нас только псалмы. У нас никакой пропаганды нету. Гражданка, у меня приказ. Донос на вас поступил. Говорят, народ у вас тут собирается. А гражданин Жаворонков заговоры составляет. Заговоры? Так это ж... Так это ж вот, это ж она. Это ж вы не того арестовывать пришли. Это ж она. Коля! Замолчи. На все воля Божья. Уводи. Куда? Где защита твоя? Оленька, это Господня воля. Надо смириться. Смириться? С тем, что мужа расстреляют, да? Это что ты виновата? Я ненавижу тебя. Если бы 9 лет назад Елене Агафоновой сказали, что каждый день она будет начинать с молитвы к Матроне, она бы только иронично улыбнулась в ответ. Стройная, спортивная, модная, рядом успешный муж и красавец-сын. Это наша деревня.
Так он любил все время стричься. Эти фотографии были сделаны 9 лет назад. На них с модной стрижкой любитель экстрима яркий и улыбчивый Илья Агафонов. Любимец девчонок, первый заводила среди друзей. Мама до сих пор гордится его медалями. Кажется, еще недавно он играл в хоккейной команде. Но сейчас Илюша с трудом пытается справиться с собственными руками. Ну-ка, поднимай пальчики. Ой, помогай маме. Елена Агафонова хорошо помнит тот день, когда она в последний раз видела сына здоровым. Вместе с другом Илья поехал по делам. Обещал вернуться к ужину. Но когда Илья не вернулся и к полуночи, мама начала волноваться. Вскоре раздался звонок с чужого номера. Сотрудник ГИБДД сухо сообщил, что ее сын Илья попал в аварию. Черепно-мозговая травма, кровоизлияние, ушиб головного мозга. У Ильи нет шансов. Приезжайте прощаться. Вот что услышала Елена в трубке. Пока шла операция, женщина сидела на бордюре у ворот Покровского монастыря и всю ночь просила святую Матрону о чуде. Меня даже девчонки отрывали, поехали домой. Нет, я говорю, не пойду, Матронушки, буду сидеть и просить, спрашивать, правда, это честно. Потом около реанимации. Такая реанимация сидела, просто умаливала. 9 лет прошло с того страшного дня. Но Илья Агафонов жив. Мама верит, что это только благодаря Матроне. Святую воду от Матронушки, то ли крещенская, то ли какая, мы каждое утро даем и на вечер постоянно. А когда еще даже с улицы приходим, моем лицо, да, и все остальное водой Матронушка. Раз в неделю Елена приходит на могилку блаженной старицы на Даниловском кладбище, берет песочек и несет к сыну. 4 года Илья лежал в больнице в вегетативном состоянии. Когда он открыл глаза, это было чудо. Вот это выражение лица. Уйдите меня. Уйдите от меня, оставьте меня в покое. Нетушки. Нетушки, не будем тебя оставлять в покое. Будем тебя бороться. Илья делает слабые попытки улыбнуться. В изголовье икона святой Матроны Московской. Одно чудо она для него уже совершила. Молодой человек остался жить. И дальше семья продолжает верить. Ведь блаженная старица обещала отвечать на любую молитву. Ну, ты давай читай. Что написал-то? Товарищу Сталину Иосифу Виссарионовичу от Пелагеи Жаворонковой. Просьба о помиловании. Задержанный от 27 июня 1929 года. Священник Василий Жаворонков всегда поддерживал советскую власть. И напиши еще, что кормилец единственная. Подожди, напиши еще, что всегда в церкви говорил, что советская власть от Бога. Да. Ой-ой-ой, не надо от Бога. Просто напиши, поддерживал. Все нормально написал. Ну, а? Я свое дело знаю. Да. Заплатил, как обещала. Я неграмотная. Проверить не могу. Точно по адресу дойдет? Обижаешь. Сначала Пелагея все ходила на Лубянку, пыталась о муже новости узнать. Пока не пригрозили. Жена его, что ли? Попадья, стало быть. И до тебя доберемся. От страха Пелагея не помнила, как до дома бежала. А дома одна картина.
Слепая шепчет возле икон. Ой, старая. Руки твои кривые. Что ты шаришь-то все? Прости меня, Поля. Устала. Вот рука и дрогнула. Тебе-то что дрожать? Не у тебя, поди, мужа увели. Понимаю боль твою, Поля. Но Господь милостив. Старая. Ноги усохли. Сама усохла. Меня за собой тащишь. Все, хочешь меня под арест, чтобы одной здесь царствовать. А только не будет, по-твоему. По-моему, будет. Никуда я теперь от тебя не денусь. Просить еще будешь, чтоб бросила. А я не брошу. Друзей вокруг прежде веселой Пелагеи не осталось. Все шарахались, как от чумной. Мыслимое ли дело, муж арестован, как враг советской власти. С такой пообщаешься, на себя беду накличешь. Страшнейшие годы, когда шли аресты, в том числе верующих, когда люди друг на друга доносили, на соседей. В эти страшные годы Великая Святая и произнесла свое знаменитое пророчество. Люди словно под гипнозом. Страшная сила обитает в воздухе. Раньше болота да дремучие леса были обитанием этой силы. Раньше люди в храмы ходили, кресты носили. Вот и бесы пролетали мимо. А теперь души человека бесами заселяются по неверию и отвержению Бога. Господи помилуй, Господи помилуй. В середине 1929 года прошел исторический второй съезд Союза воинствующих безбожников. Была провозглашена подготовка к проведению одной из самых мрачных акций – анти-Рождеству. Уже позже историки назовут этот праздник самым кощунственным действом XX века. Неподалеку от парка культуры устроили и сценированное ресталище. На одной стороне были красноармейцы, на другой попы и мракобесы. Попы и мракобесы шли в атаку, нападали на город под названием Пятилетка. Вот такие карикатуры выпускали газеты на иконы. Здесь изображена тайная вечеря. По всему городу люди скандировали «Москва без Бога», топтали иконы, жгли Библии. Сбрасывали в кучу церковные книги, иконы. То есть это даже, мне кажется, напоминало чем-то и нацистские шествия. Народ потерялся. Нам скоро всем плохо станет. Начнут чудо искать, но только уж к Богу не пойдут. Ну чё, говори, что известно? Чё, карты говорят? Да тише ты, дай дух перевести. Водички дай спить. Ох, ведь. Ой, Поля, грязно у тебя, пыль по всем углам катается. Ты мне лучше говори, что карты говорят. Жив он, казенный дом, видишь? Но. Так это я без тебя знаю. Что дальше-то?
А что дальше? Ну, Молчат карты. ты что, сдурела? Ты что, сдурела молчать ей? Я тебе что? Я тебе за что деньги плачу, а? Тише, тише? Чума. Тут посильнее ведунья нужна. Я-то это что? Баловство. Личный интерес. Губной король. Потом сильная ведунья нужна. А чё ты у своей-то святой-то не спросишь? Да не бери ей давно. Ну ты даешь. Ну ладно. Есть у меня бабка одна. Ага. Ефимья. Она сильная ведунья. А я ей про тебя скажу, если не забоишься. А не забоюсь. Ефимовна встретила Пелагею в мрачной комнате. Только на столе свечка горит. У самой платок на голове повязан да так, что и лица не разберешь. С порога ведунья замахала руками. Как посмела с крестом к ней прийти? Отчаявшаяся Пелагея уже хотела было домой развернуться, но вспомнила свою пустую избу, представила мужа в застенках, и все словно поплыло перед глазами. Неверной рукой сняла с шеи крест и оставила в сенях. Денег я с тебя не возьму. Их все равно у тебя нет. А ты мне окажи услугу за услугу. Я тебе мужа верну. А ты возьми от меня на хранение вот это. Жжет. Жжет. Придумаешь тоже. Спрячь это дома и никому о нем не говори. А Вася твой скоро вернется. Народные поверья гласят, что ведьмы хранят свою силу в неком талисмане. Это может быть веник, коробок спичек, кольцо, что угодно. И этот амулет перед смертью колдунья должна передать своему преемнику, иначе она не сможет умереть. Известны случаи, когда ведьмы мучились неделями. Вот ведьма, ведьмак, да, или оккультист любого рода и уровня должен передать какое-то свое наследие через некий физически видимый объект. Оккультные артефакты, как различные талисманы, обереги и все прочее, подобное, в принципе, это вещи вполне реально существующие. Они требуют цену за свое использование. Ты пользуешься сверхъестественной помощью, но с тебя и спрашивают соответствующую цену. Как выскочила Пелагея из дома ведьмы, сама не помнила. Успела только свой крестик в сенях прихватить. Прибежала домой, бросилась на колени перед Матроной. Осознала, что грех на душу берет. Старица погладила по голове. Бог всех прощает. Велела крестик больше не снимать. А про талисман Пелагея ей не сказала. Сунула в карман и забыла. Все тайное станет явным. Не понимаю, о чем ты. Держись теперь, Полюшка. Будет битва за душу твою. Полюшка. Объемы архивов уголовных дел конца 20-х годов поражают воображение. 60 тысяч человек арестовано, 5 тысяч расстреляно. И это только за 2 года. В Москве приговор к расстрелу получил каждый второй верующий. Вот выписки из протокола. Александр Орлов, священник, агитировал водить детей в церковь. Расстрелять. Евгения Пищулина, активная церковная деятельность. Расстрелять. Апухтин Глеб, служитель культа. Малиновский Михаил, монах. Этого было достаточно, чтобы применить высшую меру наказания. Приговоры выносили без суда и следствия. Достаточно было показаний свидетелей, зачастую постфактум. Мы предполагаем, что именно на такой допрос вызвали Пелагею Жаворонкову в начале 30-х. Ее мужа Василия обвиняли в антисоветской пропаганде. Гражданка, так вы присаживайтесь, присаживайтесь. Ну, а мужа будешь рассказывать?
Какой месяц? 7. Значит, рожать скоро. Есть у нас тут товарищ. Любит с девками позабавиться. Так вот, не простых ему подавай, а чтоб пузатенькие. Говорят, так даже веселей. Будет битва за душу мою. Прости меня. Все расскажу, все подпишу. Все расскажу. Сговорчивая попалась. После этого допроса Пелагея стала прикладываться к бутылке. «Совесть пытается залить», — шептались люди. Мужу-то смертный приговор сама подписала. Крест поставила вместо фамилии, потому что безграмотная. Матрона эти разговоры запрещала. Бога благодарите, что не вам эту чашу пить. Через месяц родился у Пелагеи мертвый ребенок, мальчик. Плачущая бабка-повитуха протянула ей сына, чтобы попрощаться. Но Пелагея только равнодушно отвернулась к стене. Мне бы матушку Матрону увидеть. Удивила. Как будто в мой дом зачем-то другим приходят. Пелагею никто не хочет увидеть. Мне надо, чтобы она помолилась. Моего мужа арестовали. А что ты сразу к матушке? А не к следователю на Лубянку, а? Они там к просьбам очень отзывчивые. Господь по их молитвам быстрее помогает. Не богохульствуй! Не богохульствуй! Я на своем муже крест ставить не собираюсь. Крест. А ты мой крест не суди! Нате он, крест! Пометь себя им! Может, бесы обходить будут? На! Может, тебе поможет. А у меня защита другая. В Никитском храме в Калуге установлена чудотворная икона святой Матроны Московской. Рядом всегда живые цветы. Служительница храма Вера Ивановна Калинина никогда их не выбрасывает, собирает засохшие бутоны и кладет в поддон. Отсюда цветы разбирают прихожане. А сейчас мы будем вот наливать чай и заваривать цветочки Матроны в чай, да? Будем просить ее исцелить наши болезни, защитить ее и исцелить, помочь избавиться от страстей и грехов наших, которых у нас очень много. Несколько лет назад, вспоминает Вера Ивановна, врачи поставили ей страшный диагноз – миома, опухоль матки. Женщина одна воспитывала 2 детей. Ее мучили сильные боли, но в больницу она не ложилась до последнего, иначе некому было бы кормить семью. Когда Вера Ивановна уже была в отчаянии, на глаза ей попалась маленькая книжка «Житие блаженной Матроны Московской». И я про нее начала читать, что она очень исцеляла, плакала, вот как она исцеляла, как она слепенькая была, сколько чудес она вот, помогает. И стала к ней обращаться, стала ее просить. Врачи говорили, что тянуть дальше нельзя. Опухоль в любой момент может превратиться в злокачественную. Нужна срочная операция. После одного из обследований Вера Калинина проплакала всю ночь и решила – будь что будет. Если до вечера ничего не случится, пусть оперируют. И отправилась на работу в литейный цех. В конце смены Калинина почувствовала страшную боль. Даже пост у меня выступил на лбу, так терпеть невозможно было, я прижалась и молилась. И думала, что такое, я не поняла, в чем дело. Как действительно что-то, когда отрезаешь, такая боль. От боли она едва не потеряла сознание в раздевалке. А когда пошла в душ, случилось нечто невероятное. Вера Ивановна говорит, что из ее тела как будто выпал кусок плоти. И уже через время, когда в душ пошли мыться, мы в цеху работали в литейном, когда уже просто
я почувствовала, что что-то отпадает. Вот это и на тело. Через несколько дней Калинина прошла обследование в больнице, и врачи поразились. Опухоли нет. С того чудесного случая прошло уже 11 лет, и болезнь больше не возвращалась. Сейчас Вера Ивановна уже на пенсии. Каждый день она приходит в храм, помогает по хозяйству, поет в церковном хоре и следит за цветами у иконы святой Матроны Московской. Каждого приходящего в храм женщина наставляет: просите с верой. Только тогда может произойти чудо. Пелагеюшка, покушать бы. Покушать. А подождешь. Не время тебе. Матрона знала, что Пелагея ворует у нее еду и деньги, раздает родственникам. Но сама старица днями сидела голодная. Что? Уставилась? А? Ты ж не видишь ничего. А ты смирись. Сама говорила. Смиряться надо. Смирись. Пелагея больше не участвовала в общих молитвах. Если начинали петь или читать Библию, выходила во двор. Крестить себя запрещала. «Да ведьма она!» — шептались хожалки. «Крест не носит!» Сядет в угол и шепчет над каким-то амулетом. Но Матрона прогонять Пелагею запрещала. Она много страдала. Я буду за нее перед Богом молить. Злая Пелагея домом не занималась вовсе. Пыль, грязь, паутина, до батареи бутылок под окном. Поначалу всех гоняла. Метлу возьмет и грозит. К Матроне не подпускает. Потом присмирела. Сил не было. К ней вернулся недуг ее юности. Женщину стали бить жестокие эпилептические припадки. С криком валилась она с ног и, обессиленная, по несколько дней отлеживалась с давлением и головными болями. Похудела, почернела. Человек человека скорежит, Бог поможет. А Бог скорежит, никто не поможет. Как человек духовный, она видела сердце человека. Пока человек жив, чем бы он ни занимался сейчас, в данный момент, когда ты на него смотришь, не стоит ставить на нем крест. Уникальная кинохроника 1931 года. На этих кадрах запечатлен момент взрыва храма Христа Спасителя, одной из главных святынь православной Руси. На кадрах видно, что после первого взрыва стены храма устояли. Зато вздрогнули постройки в соседних кварталах. Для того, чтобы снести храм окончательно, потребовался еще один взрыв. Смерть патриарха Тихона, убийство тысяч священников, грабеж православных святынь по всей стране. Взрыв храма Христа Спасителя был финальным аккордом в этой дьявольской симфонии. Многим вспомнилось тогда пророчество последнего патриарха Российской империи, которое он произнес за час до своей смерти. «Ночь будет длинная, темная-темная». По весне Пелагея слегла, металась по кровати, бредила, звала давно исчезнувшего мужа, есть не могла, воду выплевывала, вся словно высохла. Каждого приходящего звала к себе, тянула сжатую ладонь и просила: «Забери». Простите. Не ко мне, а к ней сначала иди.
Учитель мой пришел. Пелагея узнала лицо следователя, который ее, беременную, на допросе грозился насильникам отдать. Его к Матроне личная беда привела. Тяжело заболела жена, врачи бессильны, и следователь тайком от коллег сам решился идти просить чуда у блаженной. Сгинь, уйди. Мало ты меня при жизни мучил, и перед смертью мучить пришел. К Богу я пришел, а Бог меня к себе не принимает. Грех у меня нераскаянный. Пред тобой виноват. Не прощу. Ты мою душу убил, когда я Васеньке своему своими руками приговор подписала. Ты думаешь, я крест на бумаге поставила? Мужа сгубила? Нет, я свою душу сгубила. Себе крест поставила. Муж твой уже 3 месяца как Богу душу отдал в Лефортово. Умер от истощения. Да, били его, сильно били, но... А бумага о том, что ты к нам претензий не имеешь. Ты прости меня, Пелагея. Прости меня. Я ж знал, Васенька. что ты читать не умеешь. Прости, Матронушка. Столько лет она сама мучила свою душу. Думала, что грех страшный на ней лежит. Поэтому и не могла покаяться. Но теперь душа Пелагеи была свободна. Матрона послала к плачущей женщине послушницу, та взяла у нее амулет и бросила в огонь. Прости меня, матушка. Жизнь прожила беспутную. Теперь ты свободна, Пелагея. И душу твою я перед Богом вымолила. Ступай с миром. Весной 1949 года Пелагея Жаворонкова скончалась. Если человек не может простить, то и раскаяться не может, говорила Матрона. Закрывайте сердца для обиды. Великая святая была немногословна. 25 лет войны за душу Пелагеи Жаворонковой закончились. Считала ли Матрона эти годы? Как бы там ни было, впереди ее ждало новое служение. Для народа, отринувшего Бога, наступали тяжелые времена.